Здравствуйте, друзья! По статистике, больше 95% вечеринок и дружеских встреч, особенно долгожданных, сопровождаются употреблением алкоголя в разном процентном содержании. Наверное, каждый сталкивался с тем, что пьяный друг становится просто невыносимым. Причем дело не только во внезапной агрессии, но и в целом проблема заключается в изменении поведения человека, что доставляет большой дискомфорт окружающим. Давайте остановимся на самых популярных изменениях в поведении после очередного бокала горячительного. Вот интересно, узнаете ли вы хотя бы в одном пункте себя или своего лучшего друга? Первое – это мистер Хайд. Помните странную историю доктора Джекила и мистера Хайда, написанную Робертом Стивенсоном? Мистер Хайд так называл себя доктор Джекил после трансформации человека в чудовище. Это самый опасный для окружающих тип, особенно если подобная трансформация происходит с крепким мужчиной. Даже самый спокойный человек может буквально за пару часов поверить в свои силы настолько, что готов крушить все вокруг. Сложно ожидать от такого человека рассудительности и доброжелательности, а поэтому Хайдов очень не любят в компаниях. Второй тип – это энерджайзер. Похожий на мистера Хайда тип, но немного в другом направлении. Человек под градусом активен, но не причиняет большого вреда окружающим. Как правило, эти любители выпить в обычном состоянии стараются не выделяться из толпы, но стоит согласиться на уговоры друга выпить чуть-чуть, и их уже не остановить. От такого друга навеселе можно ожидать выходок, за который будет стыдно не только ему, но и вам, если вы решите взять его в свою компанию. Будьте аккуратны. В компаниях можно встретить и выпивших милашек. Чаще всего в такое состояние впадают женщины, даже если они выпили больше, чем мужчины вокруг. К слову, этот тип опьянения встречается не слишком часто и считается самым безобидным. Женщина в таком состоянии может просто молчать и глупо улыбаться, при этом не проявляя активности. Она едва ли попадет в неловкую ситуацию, разве что упадет с барного стула, пытаясь успокоить свою подругу энерджайзера. Не обходится в дружеских компаниях и без барного философа Канта. Самый занудный тип, которого не любят, как и Хайда, хоть Кант и является противоположностью. Этот человек и в обычном состоянии стремится поделиться невероятно умными, на его взгляд, мыслями. Однако уже после пары бокалов его будет не остановить. Ведь он расскажет вам все, что вы хотите, и особенно даже то, чего не хотите знать. Друзья стараются либо не наливать своему коллеге-философу, либо стараются контролировать поток сознания друга. Однако, чаще всего он находит себе жертву в компании, которая будет выслушивать его весь вечер. Вот как-то так, друзья. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. Делитесь в комментариях, узнали ли вы себя или своего лучшего друга хотя бы в одном пункте, которые были перечислены в ролике. Желаю всем вам приятных дружеских посиделок в достойном окружении. Всего всем доброго!